Привет, армия. Почему Крис Мартин из Coldplay внезапно отменил свое интервью? Действительно ли шокирующая новость об уходе Тэхёна из BTS потрясла его? И что именно Чингук рассказал такого, что всех ошеломило? В постоянно меняющемся мире мировой музыки одно имя остается символом силы, дружбы и безусловной любви – BTS. Однако мир только что потрясла неожиданная новость. Слухи о том, что Тэхён, также известный как Ви, может покинуть группу, которая прославила их за последние десятилетия. Шокированы не только ARMY, даже музыканты мирового уровня, такие как Крис Мартин из Coldplay, как сообщается, не верят в произошедшее, услышав эти слухи. Однако еще более захватывающим является тот факт, что Чингук наконец-то высказался, рассказав, что на самом деле стояло за этой острой проблемой. Теперь главный вопрос, что именно рассказал Чингук? И почему Крис Мартин так потрясен? Источник в менеджменте Coldplay сообщил, что Крис Мартин, известный своей близостью к участникам BTS, особенно к Тэхёну и Чингуку, узнал эту новость, готовясь к международному интервью. Услышав о возможности ухода Тэхёна из BTS, Крис тут же прервал интервью и сказал: «Нет, этого не может быть. Это не Тэ». Заявление быстро разлетелось по социальным сетям, породив предположение о том, что слух, ранее считавшийся беспочвенным, может оказаться правдой. Тем временем, почти одновременно, Чингук провел импровизированный прямой эфир, который длился меньше 10 минут, но оказал глубокое влияние на мировое сообщество BTS. Он молча сидел, безучастно глядя в камеру, и произнес короткую, но содержательную фразу: «Кажется, я знаю, что происходит на самом деле, и я больше не могу молчать». С этого момента начался хаос. Тысячи фанатов сразу предположили, что Чингук намекает на что-то важное в решении Тэ, возможно, на внутренний конфликт или стресс, который скрывался от публики. Несколько часов спустя появилось еще одно видео, где Чингук тихим голосом и усталым лицом говорит: «Тэ всегда был моим якорем, но в последнее время он отдаляется, и я знаю, что отчасти это из-за меня». Эта фраза вызвала взрыв эмоций среди фанатов. Чувствовал ли Чингук вину? Между ними что-то произошло? Напряжение обострилось из-за того, что в последние месяцы Тэ все чаще участвовал в индивидуальных проектах, не привлекая к участию других участников BTS. Хотя для известных артистов характерно осваивать сольный путь, действия Тэхёна ощущались иначе. Он не просто занят, он кажется замкнутым. На недавних групповых фотосессиях он казался безразличным, в групповых интервью его ответы были лаконичными, как будто он что-то скрывал. В частности, на недавнем воссоединении HYBE Тэхён отсутствовал. Сам Крис Мартин неоднократно демонстрировал тесную связь с Тэхёном. В совместном альбоме Coldplay и BTS «MY Universe» Крис описал Ви как эмоционального, искреннего и глубоко человечного человека. В интервью, которое стало вирусным, Крис однажды сказал: «Если бы мир узнал, кто такой Ви на самом деле, он бы полюбил BTS еще больше». Поэтому, когда появились слухи о возможном уходе Ви из BTS, это действительно потрясло британского музыканта, которого, похоже, связывают с участниками BTS не только профессиональные отношения. В недавнем интервью Чингук не подтвердил напрямую уход Тэхёна, но сказал: «Каждому в жизни приходится принимать важные решения, я просто надеюсь, что ему не придется нести это бремя в одиночку». Это заявление открывает множество возможностей. Означает ли это, что Тэхён действительно решил покинуть BTS, или он просто стоит на пороге важного жизненного решения? Споры усилились, когда фанаты заметили, что в своей последней публикации в социальных сетях Тэхён удалил более 80% контента, связанного с BTS, из своего личного аккаунта. Некоторые даже утверждали, что он отписался от нескольких сотрудников BTS. Однако агентство не опубликовало официальных разъяснений по поводу этого действия. Реакция общественности разделилась. Некоторые считают, что это просто часть стратегии продвижения его сольного проекта, но многие также считают, что это первый шаг к серьезному разрыву. Самое душераздирающее произошло в том, как Чингук описал свои отношения с Тэ. В другой части своего прямого эфира он сказал: «У нас с ним долгая история, мы делили одни и те же слезы, смех и мечты, но иногда любовь означает отпустить кого-то, чтобы найти себя». Это заявление было душераздирающим. ARMY по всему миру начали выкладывать видео, стихи и открытые письма, чтобы выразить свою поддержку Чингуку и Тэхёну. Однако раны были открыты.
Тем временем корейские и международные СМИ начали подчеркивать вероятность того, что отсутствие Т было связано не только с личным проектом. Это могло быть столкновение творческих устремлений или давняя внутренняя напряженность. Некоторые журналисты, пишущие о развлечениях, утверждали, что построенный переход прошел не так гладко, как ожидалось. Участники вернулись другими людьми. Как и в любых отношениях, перемены могут сблизить их или отдалить. Однако самое шокирующее откровение пришло от близкого друга Т, молодого актера, который работал с ним над крупным рекламным роликом. В эксклюзивном интервью он сказал: «Т однажды сказал мне, что чувствует себя потерянным, он боялся стать персонажем, созданным индустрией, а не самим собой, он хотел снова стать Ким Тэ-хёном, свободным, честным и непосредственным». Это заявление, казалось, подтвердило многие опасения ARMY. Однако после тщательного расследования и проверки различной циркулирующей информации, главный вывод, который можно сделать, заключается в следующем: новость об уходе Т из BTS не соответствует действительности. Вирусное заявление Чингука, вызвавшее всеобщее беспокойство, оказалось частью его личных размышлений, а не подтверждением разрыва. Прямая трансляция Чингука, если смотреть ее полностью, наполнена меланхоличным тоном, который в первую очередь говорит о потерянном времени, а не об утрате участника. Фраза вроде «я опоздал», «не следовало быть внимательнее» — это выражение сожаления, а не признак внутреннего конфликта. Между тем, сам Т не делал заявления, подтверждающего его уход. Более того, его недавняя активность указывает на то, что он по-прежнему тесно связан с будущими проектами BTS. Недавно его видели участвовавшим в записи и немногочисленным, но теплым общением с другими участниками группы на платформах фан-сообщества. Агентство также пояснило, что удаление контента в социальных сетях является частью процесса курирования и переосмысления цифровой идентичности артиста. Это распространенный шаг для айдолов, начинающих сольную карьеру, а не признак расставания с группой. Крис Мартин также никогда не делал официального заявления, подтверждающего его шок или отмену интервью из-за Т. Циркулирующая информация исходит из непроверенных источников фан-медиа. В его недавнем интервью BTS упоминались в контексте восхищения и уважения, а не беспокойства по поводу расставания. Учитывая все доказательства, косвенные разъяснения и реальные действия участников группы, можно сделать вывод, что Тэ-хён не покидает BTS. Чингук не объявлял о расставании, а Крис Мартин никогда не делал эмоционального заявления, как ходят слухи. Этот вывод важен не только для того, чтобы успокоить фанатов, но и для того, чтобы напомнить нам, что с информацией, даже если она эмоциональна, следует обращаться разумно. Пусть BTS пройдут свой путь мирно, без бремени домыслов. Им нужно время, пространство и доверие. Армия, сохраняйте спокойствие, BTS все еще вместе, и их история еще не закончена.